которые помогают успокоить кошку, седировать ее, бензодиазепины, например. Yeah, low doses ketamine, and I'm afraid that you don't have ketamine, or do you have У нас есть ketamine? кетамин? Yes. Нет кетамина. I'll bring next time. Right. Привезет вам немножко в следующий раз. But you see that there is a list of contraindications. So steroids are on the black list at the moment. Обратите внимание на список противопоказанных препаратов, которые входят в стероиды. So no NSAIDs, no steroids, no alpha-2 agonists, because they can diminish the rescue chances of a patient. Не используем противопоказанные стероиды, противопоказанные нестероиды противовоспалительные препараты, а также альфа-2 агонисты в связи с тем, что они снижают возможность спасти животное. The quiet environment and the warm environment are very important for this shock going patients. Для того, чтобы работать с пациентами в шоковом состоянии, необходимо обеспечить им помещение, где тихо и тепло. So the warming pad, but it is also a bell hugger, so it is a warm air being forced into this blanket, and the cats, they love it. They really maintain the temperature perfectly. Потребуется грелка, потребуется обогревающий матрас, и можно использовать вот такие установки, которые такое обогревающее одеяло, то есть нагнетается теплый воздух непосредственно к телу кошки. Кошки очень любят это. So it takes time to manage this shock patient, and it takes some time to balance all the consequences of a so-called crush syndrome. Crush syndrome is this damage of the soft tissue of the muscles, and this is what are the parts of this crush syndrome. С кошками нужно обращаться чрезвычайно бережно в этот момент, когда они переживают такую травму, такую проблему. Еще одна ситуация, с которой может привести падение с высоты, это так называемый синдром разможжения или травматический рhabdomyolis, процесс, которым сопровождается разрушение, травматическое разрушение мышц, приводящее к выделению определенных химических веществ. So that's very important, because if we do our anesthesia and the diagnostic too early, we can enter with our general anesthesia into this situation, which can be really difficult. Очень важно, чтобы вот этот факт разможженной травмы, разможжения мышц рhabdomyolis мы констатировали и не спешили с общей анестезией, потому что в противном случае при наличии на фоне вот этого синдрома мы можем получить весь спектр негативных последствий. There is also a very nice practical thing which we do is the brain injury, the brain edema has association with hyperpressure of an eye bulb. Intracranial pressure is associated also with the intrabulbar pressure. Еще один момент, касающийся ситуации, когда мы подозреваем травму мозга, травмирование мозга. Интракраниальное внутричерепное давление имеет взаимосвязь с внутриглазным давлением. So we measure with a tonometry, which is a simple thing, the pressure of the eye bulb, and if it is too high, if it's growing, previously in a healthy cat, so we address it and we manage the brain edema. В случае, когда у нас перед нами такой пациент, мы измеряем внутриглазное давление с помощью тонометра обычного, достаточно простая процедура, такая повседневная. В случае, если мы видим, что давление внутриглазное очень высокое у до этого здоровой кошки, которая никогда не жаловалась на глаза, то это говорит нам о необходимости направить наши действия на спасение головного мозга, на снятие отека головного мозга, то есть мы начинаем подключать манитол. So now we'll go through the challenges which are associated with the management of a high-rise syndrome. Теперь давайте рассмотрим трудности, которые подстерегают нас в процессе того, как мы будем справляться с синдромом высотной травмы. And again, because most of the diagnostic procedure will require anesthesia,
So we very often postpone this moment until the patient has been stabilized. Как мы уже говорили, абсолютное большинство диагностических исследований, которые необходимы в такой ситуации, требуют анестезии, и именно поэтому диагностика обычно у таких пациентов откладывается до момента, пока их состояние не будет стабилизировано. Once we do anesthesia, so we pay attention on the appropriate vascular action of the head and neck. So we should avoid the drugs which can increase the intracranial pressure later. So surprisingly, at the beginning, ketamine could be nice, but then ketamine could be contraindicated because it increases the intracranial pressure. But we don't have ketamine, so it's not a problem. Когда мы говорим о применении, о разработке анестезиологического протокола, если мы понимаем, что нам придется работать с областью головы и шеи, мы должны помнить о том, что препараты, которые мы используем, должны быть щадящими, не влиять как-то драматично на кровоток в области головы и шеи. То есть, другими словами, препараты, которые влияют на внутричерепное давление, их следует в анестезиологическом протоколе избегать. У нас нет кетамина, поэтому у нас нет такой проблемы, но в принципе, если у вас есть доступ к кетамину, он может вначале быть отличным способом контроля боли, но потом вы можете получить проблемы с ним. Secondly, there's sudden changes in cardiovascular system, so medetomidine, the alpha-2 agonist, is also not a good idea. И вторая категория препаратов, которых следует избегать для недопущения таких проблем, это препараты, которые вызывают внезапные изменения в сердечно-сосудистой системе, в сердечно-сосудистом русле. Например, к таким препаратам может относиться альфа-2 агонисты или медитамидин. In my situation, I quite often see the referral patients, so I don't have this emergency situation very often. These are having people who are on the night shift in our clinic. I don't deal with that. В своей практике доктор в основном имеет дело с пациентами, уже реферированными ему другими коллегами, другими специалистами. То есть у него сейчас нет такой большой практики пациентов, которые вот ночью приехали и нужно ургентно что-то. So I already see a little bit more relaxed cat, which is more vital. And then we can plan precisely the treatment plan. То есть, как правило, к нему в руки попадает уже кошка немножко более успокоенная, расслабленная, что, конечно, гораздо более информативно, дает больше информации. What we have to do, we have to diagnose. So first we do the clinical assessment, right? So we do a clinical evaluation of oral cavity. В любом случае, как мы действуем в такой ситуации с таким пациентом? Первое – это клинический осмотр, оценка повреждений, оценка вреда, осматриваем ротовую полость. We write down on the dental chart. Проводим картирование стоматологическое. And then we do imaging. После этого переходим к диагностической визуализации. And of course, this is what we know already, so I'll skip it. Мы все это знаем уже с вами. But for you, you can do at least a full body assessment, all right? That will give you a TMJ orientation and a general head situation. You can miss something, but it's still an information. Если мы говорим о радиологическом обследовании, о рентгенологическом обследовании, то мы можем сделать обзорные снимки, что может оказаться полезно. Безусловно, вы можете упустить детали, это не сложно в такой ситуации, но тем не менее общее представление о том, что происходит в области головы животного, если смещение относительно друг друга нижнечелюстных суставов, какие-то большие изменения, вы их сможете увидеть. But of course, taking an X-ray is not enough. You have to read it. Однако, безусловно, чтобы носить очки, мало быть умным, нужно еще и плохо видеть, то есть мало сделать снимки рентгеновских, надо еще и прочитать. Then you can take and look at the very well designed TMJ appearance, so you can read them, you can interpret. Здесь мы видим пример достаточно хорошо, ярко отображенного на рентгеновском снимке нижнечелюстного сустава. And you can find even in a two-dimensional X-rays quite a lot of information about the TMJ area. И вот здесь мы видим иллюстрацию того, что даже с помощью двухмерной диагностики, рентгеновской диагностики,
мы можем увидеть много всяких интересных изменений в области нижнечелюстного This is сустава. luxation. Вывих, например. Even a small, tiny condylar fracture is possible. Даже маленький крошечный перелом выщелка иногда можно увидеть. For here, retroarticular process fracture. Это суставной отросток, перелом суставного отростка. Or even a small, tiny chip of a bone from the condylar fracture. Маленький чип, сформировавшийся в результате перелома выщелка. But these X-rays, these are the dental X-ray. This is not a full body X-ray. Но вот это снимки не обзорные, это стоматологические снимки. Because the resolution is way higher and better. You will not see them on the full body X-rays. На обычных обзорных рентгенограммах всей кошки вы, конечно, такого разрешения не получите, и, следовательно, такие мелкие детали вряд ли увидите. Then we go into intraoral projections. So we do, if you don't have CBCT, this is a presentation which I made before CBCT period. А в случае, если у вас нет, пока еще в темной комнате не стоит конусно-лучевой компьютерный томограф, то вам нужно перейти к следующий этап диагностический. Это So you take a bunch of intraoral X-rays. Интраоральное рентгеновское обследование, рентгенологическое обследование. And based on that, you can really find and go one by one. So you see, it is possible to replace the three-dimensional, but you have to do way more images. Для того, чтобы таким способом заместить себе отсутствующую правильную диагностическую установку, вы можете использовать поэтапные снимки, то есть практически зуб за зубом снимать и, получив серию снимков, пытаться реконструировать это изображение. Every tooth at least on the two projections. Каждый зуб нуждается по меньшей мере в двух проекциях. Okay, and this is something. Yeah, this is an example of what we already said. So 81.5% more findings in the trauma if you do three-dimensional. Здесь вы видите то, что уже было сказано, иллюстрация того, что уже было сказано. Больше чем на 80% находок можно обнаружить в результате травмы с помощью компьютерной томографии. If you compare, this is on the left, this is a patient diagnosed in a two-dimensional. I still do sometimes a kind of a comparison. So based on that, we could reveal in this patient 1, 2, 3 pathology and another 4 on a cone beam CT. So that's a typical example of differences between two-dimensional and three-dimensional technology. Здесь вы видите сравнение диагностической ценности, диагностической информации, которую мы получаем слева в левой части слайда с помощью двухмерной рентгенологической картины, двухмерного рентгенологического обследования, и справа с помощью конусно-лучевой компьютерной томографии. Вы видите, что рентгенологическое обследование позволяет нам разделить пациентов на 3 таких патологических категории, тогда как компьютерная томография позволяет добавить еще 4. So these are all these small, tiny informations we can obtain from the 3D. It takes also some time. So if you do both technologies, I'm afraid that a little bit it is too long. Все детали, которые, вот эти патологические детали, которые мы можем увидеть рентгенологически, мы также видим и на 3D изображении. Но если вы думаете, что предполагаете, да, контролировать себя рентгенологически, то есть проводить одновременно и компьютерную томографию, и рентгенологические исследования, то, скорее всего, это будет слишком долго, то есть вы только потратите время. So when we look at the patient, it is one, the clinical assessment, so we have to see exactly what's going on. We assess all the soft tissue and hard tissue parts, teeth and occlusion. То есть мы осматриваем пациента, мы смотрим на него со стороны, что нас беспокоит, что нам не нравится, что беспокоит пациента. Мы оцениваем состояние мягких тканей, состояние костной системы, состояние зубов, прикус. It can be difficult to assess the awakened cat because
they can be in pain, so it is complicated to obtain all the information. Такая оценка, впрочем, может оказаться затруднительной, если кошка в сознании пребывает, потому что часто бывает, она страдает от боли и не готова к такому взаимодействию с врачом. Remember that occlusion is not only the front part of a mouth, but it is also the cheek teeth relations. Помните, что когда мы говорим о прикусе, о правильности прикуса, мы оцениваем не только переднюю часть, то есть зубы, которые расположены спереди, но и зубы, которые спрятаны за щеками. И их окклюзия, их соотношение тоже имеет значение. So in this cat, we could see that there is definitely a malocclusion, there is definitely a displacement of the dental arcades, but we don't know what is really the situation, whether it is a TMJ luxation or not. В этой ситуации, например, мы видим кошку с явным совершенно нарушением прикуса, изменение дуги, расположение дуги зубов, зубной аркады, но при этом мы не можем понять, что конкретно явилось причиной вот этой малокклюзии, связана ли она с вывихом нижнечелюстного сустава или нет. So once we see there is both fracture and intracapsular fracture and luxation, so it is a very complex injury. В данном случае с помощью компьютерной томографии мы видим и интракапсулярный перелом, и вывих сустава. And parasymphyseal fracture. И парасимфизарный перелом. So if all of this will show the patient, the owner, we can easily explain what is going on and why there is this occlusal displacement. Имея вот такое визуальное, яркое визуальное отображение проблем, патологий, которые имеет кошка или кот, нам очень легко взаимодействовать с владельцем, то есть мы показываем, что происходит, что не так и что с этим делать. Okay. This is what we already discussed previously. So, мы с вами уже обсуждали. Yeah. And again, it's really we have to remember that the owner is under stress and pressure, and really we want to efficiently spend time and explain what you want to do and why it's going to be that expensive. Мы должны помнить о том, что когда кошка оказалась в такой ситуации, владелец всегда расстроен, он всегда в стрессе, он всегда чувствует давление. И мы, естественно, как врачи, не хотим тратить лишнее время на какие-то там взаимодействия и переговоры. Когда владелец видит, что происходит, и слышит, что нужно сделать, понимает, что нужно сделать, он понимает, за что вы будете брать деньги. And this is something what I want to highlight a lot. It is very important who is doing oral examination. И еще один существенный момент. Очень важно, кто проводит обследование клиническое. So the non-dentist people are missing quite a lot. Если обследование полости рта проводится не специалистом, не стоматологом, то будьте готовы к тому, что очень многое будет упущено. Well, you really don't have to be a super board certified person, but you have to have this kind of a dental sensitivity. Это не значит, что для того, чтобы качественно проводить осмотр ротовой полости, вы должны быть супер-сертифицированным стоматологом. Достаточно, чтобы у вас было достаточно знаний и вот этого чувства тканей, с которыми вы имеете дело. Dr. Thomas Moore said that it's much more is missed by not looking than by not knowing. Доктор Мур однажды сказал, что гораздо больше мы пропускаем из-за того, что не смотрим, а не из-за того, что не знаем чего-то. And this is the major thing. You have to look, you have to spend time, you have to pay attention. And this is the comparison. These are three different groups. Очень важно тратить время на то, чтобы смотреть, на то, чтобы внимательно исследовать ткани, с которыми вы работаете. Вот сравнительная такая таблица, несколько групп пациентов. So this is a paper about 119 cats falling from the height. This is the surgeon. Это публикация 119 кошек, падение с высоты, тоже с высотной травмой.
В данном случае 119 кошек – это группа хирургов. This is Dr. Reiter from Penn University, board certified dentist, veterinary dentist, and then myself. Райтер, еще одна группа животных, сертифицированный стоматолог. So look at how many dental injuries the surgeon could identify. Обратите внимание, сколько поражений в области зубной системы идентифицировал хирург. 0,8%. But okay, if this is a fracture, yeah, this is comparable. But again, the TMJ, it's way less. And again, the soft tissue oral injury. So I think this kind of attention is very important. Переломы челюсти, ну так, ничего, можно принять, но повреждение, например, височно-нижнечелюстного сустава, повреждение мягких тканей полости рта, вообще невозможно себе представить. То есть внимание к деталям какой-то определенного анатомического региона влияет на статистику. That's also very important to follow up these patients, because a lot of them that they have distant complications. Еще один существенный момент – это долгосрочное отслеживание судьбы пациента, потому что у многих таких пациентов развиваются отсрочные осложнения. Несрочные. Отсрочные. Sorry. Контроль, тотальный контроль. Yeah. So this is a clinical case. The cat which was referred with the information that something is wrong with mandible. Это кошка, это реферированный пациент с приклеенной запиской, что что-то не так с нижней челюстью. So I will skip the clinical thing, but there's definitely something wrong with the mandible. Очевидно, не поспоришь, что-то не так с нижней челюстью. This is definitely an injury here. Повреждение, безусловно, вот здесь мы можем увидеть. But in the same cat,